Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание крещенскому сочельнику, или в народе называют голодный вечер. Поговорим обязательно о народных приметах на 18 января. Поговорим о том, что же можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день, и на что обязательно нужно обратить внимание и успеть нужно сделать именно это в крещенский сочельник. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы будете знать для себя много полезной, важной и нужной информации. Всем приятного просмотра! Рождественские святки у нас с вами, друзья, заканчиваются крещенским сочельником, который мы все вместе будем отмечать 18 января. И это канун Богоявления, одного из самых главных двунадесятых праздников, с которым в народе связано много народных примет, традиций и таинств, в том числе и церковных. И вы знаете, 18 января заканчиваются рождественские торжества и наступает навечерие Богоявления. В канун Богоявления по возможности стараются держать строгий пост. В крещенский сочельник, который называют еще голодный вечер, принято есть только сочево. Это каша из риса или пшена. А другую пищу можно есть только после утренней литургии 19 января, начиная трапезу, выпивая освященную водичку. Ее освящают в крещенский сочельник 18 января и на само крещение. Обычно 18 января посещают церковь и приводят дом в порядок. В крещенский сочельник весь день постятся, не едят, как правило, белковую пищу и не пьют алкоголь. В крещенский вечер набирают освященную в водоемах водичку или даже обычную воду из-под крана, так как считается, что вся вода приобретает особые свойства на крещение. Также можно и собирать снег. В крещенский сочельник последний раз колядуют. Сны в ночь на крещенский сочельник считаются вещими. Перед богоявлением стараются не ругаться, не ссориться с близкими и даже не думать о плохом. 18 января не отказывают в просьбе попить воды, а в долг не дают. Обращаем на это ваше внимание. Перед крещением никогда не стирали белье в реке, а также не стоит бросать в водоемы ненужные и грязные вещи. Кроме того, на крещенский сочельник у нас с вами выпало полнолуние, а это говорит о том, что весной стоит ожидать половодья. Напоминаем всем, что полнолуние у нас с вами в январе начнется 17 января и придет как раз на 18 января в 2 часа 38 минут нас с вами ожидает полнолуние. Что же нельзя делать? Ну, во-первых, не нужно никому желать зла. Не нужно ни в коем случае мыслить что-то нехорошее, разводить злые сплетни, осуждать, потому что все рано или поздно вернется бумерангом к самому человеку, при этом в 100 крат увеличенное. Нельзя в крещенский сочельник стричь волосы и ногти, можно судьбу свою срезать или испортить. Также не нужно шить, вязать, заниматься другими рукоделиями, так как считается, что вы судьбу завяжете узлом и все пойдет наперекосяк. Не стоит выносить мусор и вообще, чтобы не было из дома, потому что таким образом вы можете вынести удачу. Также обращаю ваше внимание, что согласно старинному поверью на праздничный стол нельзя было ставить менее 9 блюд и нельзя ставить четное количество блюд. Нельзя было и убираться, потому что это к многочисленным бедам и проблемам. Не нужно плакать, лить слезы,
Нельзя упоминать нечистую силу, потому что таким образом вы можете привлечь нечисть в свой дом. И обращаем ваше внимание, что нельзя стирать вещи, пачкать и топтать чистый снег, бросать в воду грязные предметы и совершать другие действия, которые загрязняют и оскверняют воду, иначе это к болезни. Нельзя заходить и в дом, оставив обувь за порогов. Что же можно делать? Ни для кого не секрет, что в крещенскую ночь набирают водичку, так как она имеет чудодейственные свойства. Воду, как правило, берут в церкви, набирают из речки или даже из-под крана. Кроме того, издавна считается, что по-настоящему целительной является талая вода. Поэтому берут чистый снег, а после чего растапливают его дома. И считается, что крещенская вода может простоять целый год и сохранить свои свойства. Но качество питья нужно употреблять только ту водичку, которая была взята только из чистых источников. И крещенской водой будет хорошо, если вы будете угостить своих животных, вне зависимости, это кошечка, собачка или у вас дома есть коровы. Это хорошо для их здоровья и для приплода. Также еще одна популярная традиция, но это уже само в крещении Господне, это окунуться в прорубь, которую также называют Иорданию. Водоем, где происходит данное действие, освящает священнослужитель. Во льду делается прорубь, которая может быть самых разных форм, от прямоугольной и до формы православного Христа. Однако здесь стоит помнить об одном, что это не соревнование на смелость, не развлечение, не похвальба перед друзьями. В первую очередь, это мероприятие для тех, кто является истинно верующим и окунанием, подобно традиционному крещению, желает впервые или в очередной раз показать свою приверженность Господу Богу, очиститься духовно, а затем и физически. И напоминаем, что окунание в прорубь не является обязательной традицией. Даже истинно верующим людям совсем не обязательно проводить данный ритуал. Куда лучше будет посетить церковь. И обращаем ваше внимание, что в крещенский сочельник это день поста, а вот само крещение можно есть любые блюда, то, что вам пожелается. Также обращаем ваше внимание, что добрые дела вернутся к человеку в тройном размере, но делать их нужно без какого-либо умысла, без меркантильных желаний, чтобы потом получить что-то для себя. И вы знаете, до крещения сила темных энергий и сущностей возрастает. Поэтому самыми тяжелыми днями считается это дни перед крещением. Дело в том, что мы, люди, раздражаемся из-за всяких пустяков, спотыкаемся на ровном месте и, к сожалению, иногда забываем самое важное в нашей жизни. Поэтому 18 января мы всем рекомендуем быть веселыми. Это простейший способ оградить себя вот от этого негатива и всевозможных сущностей и злых, потому что нечисто вот эта вся грязь, негатив, как огня боится счастья и радости, поэтому обязательно веселитесь. Используйте вот самую малейшую возможность 18 января смеяться, хохотать. Можно даже не впопад. Вы можете 18 января напевать какие-то глупые песенки, смотреть комедии. Но, пожалуйста, до крещения никаких триллеров и ужастиков. И смейтесь, даже если вам не весело, заставьте себя улыбнуться у зеркала. Постарайтесь надеть улыбку на лицо и в транспорте. Пусть она будет искусственная, главное, чтобы она была. И таким образом вы не только защитите себя, а позитивная энергия действует и на окружающих. Также 18 января вы можете собраться со своими друзьями, пообщаться, вспомнить какие-то хорошие, добрые моменты. Таким образом, 18 января
будет еще и у нас с вами полнолуние, а также это будет достаточно сильный день по энергетике. Поэтому, чтобы у вас не призвать в свою жизнь негатив, какие-то дополнительные, возможно, проблемы, нюансы и так далее, именно в этот день, 18 января, в Крещенский сочельник проведите этот день с радостью, улыбайтесь, шутите, старайтесь, если у вас у кого-то из ваших близких или родных какие-то проблемы, старайтесь их поддержать, развеселить. Таким образом вы привлекаете хорошие, позитивные энергии в свою жизнь. Вот, друзья, основные рекомендации на 18 января в Крещенский сочельник. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно заходите на канал Эзотерика для тебя и смотрите видео. У нас много полезной, важной, нужной и интересной информации. Мы всех поздравляем с наступающим праздником, с великим праздником. Пусть в вашей жизни будет всегда только благополучие, изобилие, достаток. Будьте здоровы и берегите себя. Услышимся уже в следующем видео.